Всем привет! Синчао! Xin chào các bạn. Сегодня готовим японские мини-чизкейки внутри с заварным кремом, зеленым японским чаем матча. Hôm nay làm bánh cupcake GCC bông lan phô mai nhân kem trà xanh tuyệt vời, chỉ có trên kênh Lưu Đại Easy Cook. Эти мини-чизкейки, капкейки до этого еще никто не готовил, и они невероятно вкусные. Lần đầu tiên làm tại Việt Nam, nâng cấp cho ẩm thực Nhật Bản. Итак, попробуем этот невероятный чизкейк. Японцы, как всегда, придумают что-то очень вкусное, которое имеет очень мало калорий. В этом чизкейке почти нет муки, и они очень вкусные. Ẩm thực Nhật thật là tuyệt vời. Это просто не передать словами, насколько это вкусно. Và món này lần đầu tiên ra mắt thế giới. Нежное пушистое тесто и очень вкусный крем с зеленым чаем. Bánh bông lan phô mai Nhật Bản, cupcake theo phiên bản của Lưu Đại Easy Cook, Очень вкусно. nhân kem trà xanh. Món ăn tuyệt vời Приготовьте. cho gia đình và tất cả các tiệm bánh. Bổ sung cho danh sách ẩm thực Nhật Bản. Итак, для моих японских мини-чизкейков мне понадобится Nguyên liệu: 120 мл молока, 120ml sữa tươi không đường, 120 грамм крем-чиза. Это сливочный сыр, такой довольно плотный. Его можно заменить сыром Филадельфия или какой-либо другой сливочный сыр, но довольно плотный. 120g kem phô mai, cream cheese có thể dùng Ancho hay Philadelphia, 30 грамм сливочного масла, 30g bơ, 70 грамм сахарной пудры. 70g đường xay làm bánh. В японские чизкейки идет очень мало муки. У меня здесь 30 грамм муки, 30g bột mì, 15 грамм крахмала кукурузного, 15g bột bắp, 3 яйца, 3 chai trứng, 4 грамма ванили, 4g vani, 1 чайная ложка лимонного сока 2 thìa cà phê nước cốt chanh, и четверть чайной ложки соли. 1 nửa thìa cà phê muối, Крем-чиз, kem phô mai, масло bơ từ động vật. и молоко мы сейчас должны прогреть на водяной бане, чтобы они стали однородной массой. Sữa tươi không đường. Крем-чиз я даже порежу ножом, чтобы он легче расходился. Và sẽ hấp cách thủy. Поставили на водяную баню, и обязательно дно миски не должно доставать до воды. Không được để đít âu chạm vào nước. Слегка массу перемешиваем венчиком, чтобы она быстрее прогревалась и расходилась до однородности. Dùng phớt đảo sẽ dễ hơn. Сразу хочу сказать, что обычный творог для этого чизкейка японского не подходит. Надо именно брать сливочный сыр. Масса у меня прогрелась, стала однородной. Я ее выключаю. То, что есть небольшие комочки, это не страшно. Мы массу будем пропускать через сито. Nó đã nhuần nhuyễn, chúng ta tắt lửa. Сейчас мне надо отделить белки и желтки у яиц. Tách lòng đỏ và lòng trắng. Отделяем очень аккуратно, чтобы в белки не попали желтки. Rất cẩn thận. В желтки я добавляю ваниль Thêm vani vào lòng đỏ. и буду добавлять немного сахара и перемешаю все. Cho một chút bột đường. Чуть-чуть подобью венчиком. А вернее, я добавила сахарную пудру. Если вы хотите использовать сахар, вы можете использовать сахар, только взбивать будете чуть дольше. Có thể dùng đường nhưng phải đánh thật kỹ, đánh nhiều hơn thế này. Вот взбиваем желтки до такой пенки. Не надо до слишком большой, вот так слегка. Đánh một chút lên thế này là tốt. Сейчас взбитые желтки я добавляю в молочно-сырную массу. Phần hỗn hợp lòng đỏ vừa đánh lên, thêm vào phần vừa được hâm cách thủy. И тоже хорошо перемешиваем. Và dùng phớt đánh kỹ lên. Масса у вас не должна быть горячей, она только слегка теплая. Nhớ rằng hấp cách thủy không sôi mà chỉ ấm. Теперь сюда я буду просеивать муку Dây, и bột, крахмал. bột bắp. Другие рецепты японского чизкейка в духовке и в рисоварке вы можете посмотреть у нас на канале. Это очень вкусные чизкейки. Все хорошенечко перемешиваем. Đánh kỹ hỗn hợp này lên. Сегодня
Свои мини-чизкейки я сделала очень интересными. Я буду их делать с кремом внутри. И это будет очень-очень вкусно. Сейчас всю получившуюся массу я буду пропускать через мелкое сито. Và bây giờ toàn bộ hỗn hợp nhận được chúng ta cho qua cái dây lỗ thật nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Мне нужно, чтобы чизкейк был такой нежный, как пух, как хлопок. Поэтому он так и называется. Хлопковый японский чизкейк. Nếu các bạn muốn cái bánh xốp như bông, nhẹ như mây thì các bạn cần phải có cái dây rất nhỏ và làm cẩn thận. И через сито я буду пропускать тесто не один раз, а 2 раза. Сейчас первый раз и потом второй. Và ít nhất chuyển qua cái dây 2 lần. И выливаю в сито второй раз. Và bây giờ dây tiếp lần thứ 2. Перед тем, как взбивать белки, я включила духовку. Духовку я включила на 160 градусов. Sấy lò nướng 160 độ, 2 lửa. В белки я добавляю немного соли Và bây giờ thêm chút muối, и начинаю взбивать. đánh lòng trắng. Когда взбили уже такую легкую пену, я добавляю лимонный сок, Thêm nước chanh, чтобы белки были белыми и устойчивыми. nó sẽ rất trắng. И постепенно в 3 приема я буду добавлять сахарную пудру. Và sau đó cho bột đường từng ít một. Белки надо взбить в хорошие устойчивые пики. Đánh bông cứng lên là được. Еще одна проверка для белков, что они взбиты хорошо. Lộn ngược đầu lên, không rơi ra là được. И теперь начинаем потихонечку вмешивать белки в тесто. Và bây giờ phôn từng tí một. Очень нежно. Мне надо, чтобы масса получилась очень пышная. Я сначала буду вмешивать в этой миске, а потом перейду в большую. Từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Перемешаю часть здесь. Một phần trộn tại đây. Очень пышно, очень нежно. Cho càng nhiều bọt khí vào càng tốt. Đan sục oxy cho bột. Сейчас я буду сюда добавлять потихонечку и вымешивать. Và bây giờ thành phần vừa nhận được chuyển ngược lại vào lòng trắng. Вымешиваем очень аккуратно, Từ чтобы dưới lên trên вся эта пышность у нас сохранилась. theo vòng tròn. Итак, тесто у меня готово, и сейчас будем насыпать его в формы. Và bây giờ chúng ta chuyển vào khuôn. Тесто я буду насыпать просто 2 ложками. Dùng 2 cái thìa chuyển vào rất dễ dàng, nhẹ tay. Наполнять форму надо почти полностью. Chuyển vào khuôn, đẩy lên, Оставлять совсем немного. chỉ trở lại một chút xíu. Чизкейк поднимется при выпекании, но потом он все равно осядет. Những người làm bánh bông lan phô mai Nhật Bản đều biết nó nở lên rất cao và sau đó sẽ xẹp xuống một tí. Итак, я заполнила все формочки. У меня получилось 11 чизкейков мини. И сейчас мне надо слегка постучать. Посмотрите, у меня чизкейки стоят в противне. Chúng ta đã có 11 cái. Và bây giờ cần gõ một tí. Сейчас в противень я залью сколько можно горячей воды. Vào đáy khuôn chúng ta đổ nước nóng, И буду nước отправлять sôi. чизкейки в духовку. Только обязательно. очень аккуратно, так как вода горячая. Và bây giờ sẽ nướng nó, cẩn thận vì nước rất nóng. И мои мини-чизкейки, капкейки я отправляю в духовку при температуре 160 градусов. Nướng ở nhiệt độ 160 độ, 2 lửa.
мои мини-чизкейки уже готовы. Они у меня пеклись в духовке ровно 1 час. Nướng 1 tiếng. Затем, после того, как они испеклись, они еще 10 минут стояли в духовке, остывали. Tắt lò 10 phút sau mới được lấy bánh ra. Это очень важно, иначе чизкейки могут просто осесть и превратиться в маленький блинчик. Đừng quên điều đó, nếu không bánh sẽ xẹp. И сейчас я их просто достану на решетку, чтобы они остывали окончательно. Они очень невесомые, очень легкие. Chúng ta chuyển ra khay cho nó nguội. Nó rất là nhẹ. И на самом деле, когда они пеклись, когда они стояли в духовке, у них выросла очень такая высокая шапочка, а потом они немного опустились, когда стояли остывали. Поэтому мы наполняли форму почти полностью. Khi làm các bạn sẽ biết trong lò nó nở lên rất là cao, xong rồi sẽ xẹp xuống. Như thế này là tốt. Очень красивые. Thật là những cái bánh tuyệt vời. Xốp mềm, nhẹ, ngon tuyệt. Посмотрите, насколько он нежный, пушистый, он просто невесомый, как облачко. Сейчас для наших мини-чизкейков сделаем крем. Bây giờ cupcake GCC chúng ta sẽ làm phần kem. Для этого мне понадобится 150 мл молока, 150 ml sữa tươi không đường, 15 грамм кукурузного крахмала, 15 g bột bắp, 45 грамм сахара, 45 g đường, одно một яйцо. trái trứng. И сегодня крем я хочу сделать зеленого цвета. И я в него добавлю зеленый японский чай матча. Здесь у меня 3 грамма. Và tất nhiên là Nhật rồi. 3 g bột trà xanh cao cấp. Сначала в чай я добавлю несколько ложечек молока и хорошо перемешаю. Чай хорошо именно растворяется, размешивается в маленьком количестве жидкости. Thêm một chút sữa và đánh bột trà xanh lên. Делаем такую кашицу. Остальное молоко я выливаю в сотейник и буду доводить его до кипения. Phần sữa còn lại cho vào nồi và đun sôi lên. Сейчас берем яйцо, Trứng, добавляем сюда 2 грамма ванили, 2 g vani, сахар, đường, перемешиваем. đánh lên. Добавляем сюда крахмал Thêm bột bắp, и тоже хорошо перемешиваем, tiếp tục đánh. чтобы не было комочков. Nhuần nhuyễn ra là được. Добавили сюда же зеленый чай Thêm phần trà xanh и хорошо тоже перемешали. và cũng đánh đều lên. И теперь в эту смесь я буду добавлять горячее молоко. Và sẽ đổ vào sữa nóng. Но не все, а где-то примерно половину. Một nửa phần sữa nóng. Вливаем горячее молоко и все время помешиваем. Vừa đổ vào vừa đánh lên. Влили, возвращаем на огонь и выливаем все обратно. Выливаем. Và dung dịch thu được đổ ngược lại vào nồi. И теперь варим крем до его закипания. Và sẽ nấu kem. Все время помешивая, Vừa nấu vừa đánh. чтобы крем не пригорел. Khi nào sôi lên là được. Chú ý đừng để cháy. Варим попросту заварной крем. Другие виды кремов вы можете посмотреть у нас на канале. Rất nhiều cách làm kem, bánh gato, bánh kem có trên kênh Lưu Đa Easy Cook. Крема у нас очень мало, поэтому закипает он очень быстро и густеет очень быстро. Nó đặt lại, chúng ta tắt lửa. У меня уже крем закипел. Посмотрите, какой густой он стал, какой красивый цвет. Rất nhanh. Я его выключила, но все равно еще немного помешиваю. Tắt lửa rồi vẫn phải đảo tiếp. Vì đít nồi còn rất nóng. Посмотрите, какой гладкий шелковистый крем получился. Thu được một món kem nhuần nhuyễn tuyệt vời như thế này. Сейчас крем надо остудить до комнатной температуры. Phải để nó nguội đến nhiệt độ trong phòng.
Ой, как это вкусно. sẽ ngon tuyệt. Пока крем будет остывать, закройте его пищевой пленкой прямо поверх крема. Lấy màng ni lông đậy mặt lại В контакт, чтобы на креме не образовывалась пленка. để không bị khô mặt. Остывший крем я переложила в кулинарный пакет и буду наполнять мини-чизкейки. Sau khi kem nguội hẳn đi, chúng ta sẽ nhồi kem vào bánh. Вставляем кулинарный мешок прямо в центр и выдавливаем крем. Мы прямо будем видеть, как чизкейк наполняется кремом, как будто он становится более плотненьким. Bánh rất xốp cho nên cho kem vào rất dễ. Nhớ rằng Наполняем, kem đã nguội hẳn. чтобы он был вот таким полненьким. Cái đầu tiên đã xong, thật là tuyệt vời. И так проделываем со всеми чизкейками. Я использую вот такую обычную круглую насадку. Dùng dụng cụ nhỏ như thế này, Итак, вставляем прямо в центр чизкейка и наполняем его кремом. xiên vào giữa cái bánh Вы прямо чувствуете, как он наполняется. và nó sẽ nhận kem và phồng lên, thật là đơn giản. Вот какой он получается красивый. Сейчас мои мини-чизкейки мне осталось посыпать только сахарной пудрой. Trang trí một tí bằng đường xay Посмотрите, какие они получились красивые những cái bánh tuyệt vời и невероятно вкусные. dành cho gia đình hay tiệm bánh của bạn. Dễ ăn, dễ bán, dễ làm. Давайте же посмотрим, что у нас получилось. Я просто сама невероятно хочу попробовать. Давайте откроем. Они такие нежные, просто. Аккуратненько снимаем бумагу. Просто пушистое тесто, невероятно пушистое. Посмотрите, какие они нежные. Сейчас разрежем. Thật là một món bánh tuyệt vời. Ой, Rất mềm, rất bông xốp. Lần Так. đầu tiên có mặt tại Việt Nam. открываем и посмотрите на это чудо. Как это вкусно! Посмотрите, какая нежная структура у самого чизкейка. Ngon và đẹp không thể cưỡng nổi. Какой вкусный крем! Это так и хочется съесть сразу. GCC Nhật Bản, Посмотрите, bông какие они lan phô mai, nhân нежные. kem trà xanh. Chúng ta đang nâng cấp cho ẩm thực Nhật Bản lên một mức độ mới tuyệt vời. Просто невероятно вкусно. Hãy làm và thưởng thức. Итак, попробуем этот невероятный чизкейк. Японцы, как всегда, придумают что-то очень вкусное, которое имеет очень мало калорий. В этом чизкейке почти нет муки, и они очень вкусные. Ẩm thực Nhật thật là tuyệt vời. Это просто не передать словами, насколько это вкусно. Và món này lần đầu tiên ra mắt thế giới. Нежное, нежное, пушистое тесто и очень вкусный крем с зеленым чаем. Bánh bông lan phô mai Nhật Bản, cupcake theo phiên bản của Lyuda Easy Cook, Очень вкусно. nhân kem trà xanh. Món ăn tuyệt vời Приготовьте. cho gia đình và tất cả các tiệm bánh. Bổ sung cho danh sách ẩm thực Nhật Bản. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии и не забывайте делиться с друзьями. Đề nghị đăng ký kênh, đánh dấu like, chia sẻ kênh, viết bình luận. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại. Bye.